Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тюченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим вопрос о том, как эффективно бороться с блохами в квартире. В большинстве случаев такая необходимость возникает, если у домашнего животного завелись блохи. Иногда, правда, бывает, что блохи, которые обитают в подвале дома, также заскакивают в рядом находящиеся квартиры. Особенно в квартиры, расположенные на первых этажах. Чтобы избавиться от блох в квартире, надо проводить комплексные обработки. Надо одновременно проводить обработки от блох и домашнего животного, и уничтожать блох в квартире. Для уничтожения блох на животном существует масса препаратов в виде шампуней, каплей, ошейников и даже таблеток. Я не буду сейчас подробно останавливаться на этом. Скажу только, что уничтожение блох на самом животном в настоящее время не представляет никакой сложности. Препаратов масса и практически все они эффективные. Начнете их выбирать, то глаза разбегутся и голова заболит. Неважно, какому препарату вы отдадите предпочтение. Главное, чтобы это был препарат от производителя с хорошей репутацией. Намного больше сложностей с уничтожением блох в среде обитания животного. Особенно если это жилое помещение. И вот почему. Жизненный цикл блохи состоит из 4 стадий. Яйцо, личинка, куколка и имага, взрослая блоха. Следует отметить, что кусают только взрослые особи, которые составляют всего лишь 5% от общей популяции. Поэтому, чтобы представить себе, сколько всего блох, всех стадий у вас в квартире, то надо закрыть глаза и все, что вы видите, умножить на 20. Получается очень много, тьма тьмущая, что называется. Так вот, сама блоха откладывает яйца, вернее не откладывает, а буквально выстреливает ими во внешнюю среду. И достаточно на большие расстояния. Поэтому яйца блох можно обнаружить где только угодно. Под кроватями, диванами, за шкафами, в щелях плинтуса или в щелях напольного покрытия. В общем, везде. Из яиц развиваются личинки, которые внешне похожи на маленьких червячков размером всего полмиллиметра. Личинки подвижные, очень прожорливые и питаются продуктами жизнедеятельности взрослых блох и другими органическими отходами, которые находятся в домашней пыли и грязи. Впоследствии личинка превращается в куколку. Это уже предпоследняя стадия блохи, из которой потом вылупливается взрослая блоха. И если взрослые особи, яйца и личинки уничтожаются относительно легко, то стадия куколки очень устойчива ко всем воздействиям, как химическим, так и механическим, в том числе и температурным. Так вот, основная сложность уничтожения блох в квартире связана с тем, что квартира буквально напичкана яйцами, личинками и куколками блох. Причем рассредоточены они мало того, что по всей квартире, так еще и в самых труднодоступных местах. Это первая сложность. А вторая сложность в том, что в жилом помещении очень сложно применить химические инсектициды так, чтобы не было их вредного воздействия на человека. Поэтому при освобождении квартиры от блох ставятся две цели. Уничтожить блох, и не отравиться самому, конечно же. Как это сделать? Предлагаю вашему вниманию подходы наиболее безопасные и эффективные. Сначала надо провести тщательную уборку квартиры. Все пропылесосить, повытирать везде пыль. Все, что можно вынести из квартиры, вынести и обработаете потом инсектицидом где-то в другом месте, не в квартире. А потом простираете и вернете назад. Кстати, не забудьте выбросить пакет из пылесоса, если он бумажный. Или тщательно вытряхните тканевой мешочек. Но после того, как пропылесосили, никогда не оставляйте пакет в пылесосе, так как там очень много блох всех стадий развития. И взрослые блохи, и яйца, и личинки, и имаги, и куколки, все что угодно. После механической обработки стены, плинтуса, пол и другие места скопления блох надо обработать инсектицидными препаратами. Причем стены надо обрабатывать желательно на высоту хотя бы 1,5 метра. Лучше проводить обработку препаратами на основе перитроидов. Они контактного действия и относительно безопасные для теплокровные, в том числе и для человека. Фосфор, органические соединения, они более мощные, но, к сожалению, они токсичные для теплокровных животных, чем перитроиды. Выбор эффективных инсектицидных препаратов сейчас тоже очень большой. Вопрос только в безопасности их применения. Действие их проявляется тоже очень быстро, всего на протяжении нескольких часов. Как правило, препараты для бытового применения выпускаются в аэрозольной форме. Очень часто для борьбы с блохами многие люди также используют и ветеринарные инсектициды, такие как неостомазан, бутокс, которые продаются в удобной фасовке в ампулах по 1 мл. Эти препараты разводятся в соотношении 1 мл на 500 мл воды и потом при помощи
обычного бытового пульверизатора разбрызгивается в местах, возможно, наибольшего скопления насекомых. Эффект получается очень хороший. Блохи успешно уничтожаются. Но следует отметить, что официального разрешения на применение этих препаратов в жилых помещениях нет. И люди их применяют, что называется, на свой страх и риск. Они очень дешевые и эффективные, но как они действуют на организм человека, никому не известно. После обработки инсектицидами помещение надо закрыть на пару часов, а потом хорошо проветрить и провести влажную уборку тех участков, с которыми вы будете соприкасаться. В воду при этом следует добавить мыльное средство и соду. Аэрозольными инсектицидами в принципе можно обрабатывать все поверхности, в том числе и ковровые покрытия. Но помните, что это химия, причем достаточно жесткая. После распыления препарата и последующего проветривания на обработанных поверхностях остается препарат, который обладает длительным остаточным действием, который убивает потом последующие стадии блох. Поэтому к обработанным, но не вымытым поверхностям прикасаться нельзя. Уменьшить токсическое воздействие инсектицидов можно тем, что ковровое покрытие можно обрабатывать не химическими инсектицидами, а смесью борной кислоты и растительного перитроида. Через день, максимум через 3 пропылесосьте потом такой ковер. Такой подход к обработке ковров и паласов будет более экологичным, но это уже на ваше усмотрение. Помните, что ни химическими средствами, ни при помощи порошка вы не сможете уничтожить куколок блох. Куколки останутся невредимыми, и из них через 10-14 дней снова вылупятся взрослые особи. Поэтому через 10 дней обработку следует повторить. И потом уже дней через 10 после второй обработки следует сделать генеральную уборку квартиры. То есть надо везде тщательно пропылесосить и вымыть всю квартиру, а не только места соприкосновения. Обязательно при обработках используйте методы индивидуальной защиты, чтобы себя не отравить раньше, чем блох. Еще момент. Блохи не переносят как низких температур, так и высоких. Все они погибают уже при температуре свыше 50 градусов. Поэтому уничтожение блох в квартире возможно и при помощи парогенератора, а также стирки вещей при высокой температуре и проглажки их утюгом. Летом можно вывесить ковры и выставить вещи на солнце, если они поражены блохами. Такие меры помогут избавиться от всех стадий блох. Холод на блох действует тоже губительно, но куколки выдерживают кратковременные морозы без проблем. Что касается выведения блох чисто народными методами, при помощи, например, чеснока, герани, соли и еще много чего, то, как показывает практика, что здесь больше теории, чем результатов. Если есть какой-то эффект, то он, как правило, незначительный и кратковременный. После того, как вам удалось успешно избавиться от блох, то самой лучшей профилактикой от повторения таких случаев в дальнейшем будет регулярная обработка ваших питомцев от блох. А пока всего вам доброго, здоровья вам и вашим любимцам, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!